Ребята, всем привет! Сегодня я хотела бы вам показать новомодные дизайны роялей и пианино, чтобы вы самостоятельно сделали выводы и поделились своим мнением о том, в каком направлении движутся замыслы конструкторов-дизайнеров, нравится ли это вам, уместно ли вообще менять классический вид инструмента, ну и в целом, что думаете о новых стилевых внешних оболочках инструмента. Сама же я глубокого анализа проводить не буду, видео будет в формате «что вижу, то пою». Вообще обычный покупатель чаще воспринимает рояль или пианино, во-первых, как статусный интерьерный аксессуар, и лишь во-вторых, как какой-то музыкальный инструмент, музыкальный агрегат, значение которого иногда может быть ему даже совершенно непонятным. Скорее из-за этого дизайн в последние годы превращается в некую такую волшебную палочку, которая и позволяет управлять покупателями. Ну а любой москвич, любой жигуленок внешне можно превратить даже в сверкающий Мазерати, что, собственно, многих и устраивает, и на этом и останавливаются. Тем не менее, при покупке, нацеленной на будущее, наверное, необходимо осознавать, что в рояле все должно быть прекрасным, в пианино в том числе. То есть и душа, звук, и тело, дизайн. А модные загогулины, наверное, не должны приносить в жертву душу инструмента. Короче говоря, я показываю, а вы уже самостоятельно даете оценку, есть ли смысл так модернизировать классический вид роялей и пианино. Окей, погнали. Постсоветское пространство больше не создает инструменты, а только выбрасывает на помойку. Так, первый раз фабрики закрыли в 20-х годах 20 века. Уже в СССР на базе Красного Октября постепенно производство все же восстановилось. Но в середине 80-х начался дележ собственности. В 1991 предприятие отметило 150-летний юбилей, который совпал с ее реформированием. Как государственное предприятие оно перестало существовать и стало носить название АО «Фортепианная фабрика Якоб Беккер». Изготавливались рояли, большая часть которых шла на экспорт в США и Канаду. Падение спроса на акустические инструменты усугубили как раз перестройка и снижение покупательской способности населения. В 1996 году за долги были отключены электричество, газ и вода. Дальше детективные истории с перекупкой акций, дележем собственности и так далее. Все это привело в 1997 году к банкротству. Так фабрика Якоб Беккер в России полностью прекратила свое существование. В итоге пианино этой марки на данный момент производят в Германии. На фабрике собирают 25 инструментов в неделю, пока только пианино. Скоро возьмутся за рояли. Работа ручная. Люди, которые делают ее, не имеют профессионального образования и опыта. Учатся ремеслу они по ходу дела. Кадры – главная проблема современного фортепианостроения. Сейчас идет массовая замена старых пианино и роялей на новые. Если пианино еще иногда меняют на отечественные, то рояли почти на 100% импортные. Сотни и тысячи пианино и роялей уходят сейчас на слом, то есть в помойки. Хотя, наверное, было бы уместно создавать комиссии по списанию, хоть какие-нибудь. Хотя о чем это я? Кто сейчас будет заниматься этим неденежным делом? Именно среди списанных иногда встречаются музыкальные инструменты не просто годные для употребления, но и даже ценные. Ведь во многих залах сейчас стоят старые рояли Эстония, Москва, Красный Октябрь. И такие старинные рояли можно даже выставлять на аукционах. Но у нас же любят антикварную, мол, рухлядь поменять на свежее ДСП. Да к тому же можно освоить десятки, а то и сотни миллионов при покупке. Ведь купив новый рояль, можно, допустим, накрутить в документах несколько десятков тысяч долларов. Но мы здесь собрались с вами не по этому поводу, а для того, чтобы обсудить то, что нам предлагает современный рынок. Начну с понимания дизайна. Итак, существует три основных вида дизайна, исторически сложившихся в производстве роялей за последние 150 лет. Стандартный дизайн – ар-деко. Это черный цвет, прямые линии, лишь в немногих местах изогнутые в силу самой конструкции. Отрицание всяческих завитушек и резного декора. Именно они главенствовали в 20 веке в концертных залах и в среде профессиональных пианистов по всему миру.
Поэтому многие такой дизайн называют классическим, в современном обобщенном смысле этого слова. В русскоязычной среде, в отличие от Европы и США, наблюдается наоборот повальная любовь к белым роялям. Скрытого смысла здесь нет, просто, видимо, ах, какой ангельский и тому подобное. С традиционной точки зрения исторического соответствия рояль ар-деко, конечно же, представляется черным, а белая же полировка – это новомодный синтетический суррогат. Классический дизайн. Он сформировался в течение XIX века и достиг своего апогея в эпоху наивысшего расцвета фортепианного искусства. В смысле исторического соответствия стиль классик является наиболее подлинным отображением истинного классического рояля. Такие инструменты принадлежали, например, Чайковскому, Рахманинову, хотя многие посчитают сейчас этот стиль устаревшим, как бабушкин сервант. Стиль рококо или стиль Людовика XV. В то время роялей в современном понимании еще не было, были клавесины и клавикорды, которые по дизайну повторяли мебель и интерьеры. Создавая рояли в таком стиле, ориентируются в основе своей на роскошь французского двора. Варианты дизайна этого стиля различаются лишь количеством завитушек и типами отделки. Это основные три вида, также существуют и другие, например, Чиппендейл, не путать с Чип и Дейлом. Это стиль эпохи королевы Анны, названный по имени лондонского краснодеревщика Томаса Чиппендейла. Такие рояли – это изогнутые ножки а-ля кабриоль. Прозрачный стиль – это мода нулевых и десятых годов 21 века. Корпус из специального акрилового пластика, который некоторые называют также стеклянным, так как он похож на стекло. Инструмент чаще всего можно видеть в качестве статусного декора в отелях, ресторанах и торговых центрах. С точки зрения же фортепианного искусства его акриловый корпус ухудшает акустику и туше, а также в принципе снижает срок его службы. То есть побрякушка, но эффектно для развлечения. Несмотря на значительную разницу в дизайне, существует и независимый рейтинг компаний, выпускающих фортепиано. И для составления такого рейтинга используют объективные параметры помимо объема продаж, например, такие как качество звучания, которое во многом зависит от конструкции резонансной деки, цена, количество представленных на рынке моделей фортепиано в настоящее время, разница в качестве каждой из представленных на рынке моделей, а также важным критерием попадания в данный сегмент рынка фортепиано является и срок службы инструментов. Так, у многих моделей, относящихся к фортепиано премиум-класса, он может превышать 100 лет. Такое качество достигается за счет того, что практически все операции при создании фортепиано осуществляются вручную. Один инструмент изготавливается 8 и более месяцев. И каждый инструмент – это уникальное произведение, обладающее собственной историей, собственным звучанием. Все инструменты имеют свои серийные номера. Это все сказывается и на цене таких фортепиано. Безусловно, лидеры в производстве пианино и роялей премиум-класса – американо-немецкий Steinway и немецкий Bechstein. Существует миф, что в современное время настоящие мастера не выбирают инструмент и способны замечательно играть на любом инструменте, независимо от того, какой фабрикой он был произведен. На самом же деле современные исполнители привязываются всегда именно к определенной марке фортепиано, предпочитая именно их качество. Например, такие как мощное звучание у Стейнвея, мягкое звучание у Бехштейна и так далее. Так, среди прославленных обладателей Стейнвеев были Ференц Лист, Сергей Рахманинов, Джордж Гершвин, Владимир Горовиц, Артур Рубинштейн, Гленн Гульд, Элвис Пресли, Дюк Эллингтон. В свое время купил себе собственный Стейнвей и Ван Клиберн уже после победы на московском конкурсе, куда он, кстати, поехал на деньги, пожертвованные одним из руководителей компании, а именно директором концертно-торгового центра Стейнвей Холл Аликом Грейнером. А пианино Джона Леннона, созданное в Гамбурге в 1970 году и купленное музыкантом за $1500, стало одним из самых дорогих пианино в истории аукционов музыкальных инструментов. В 2000 году его с торгов приобрел Джордж Майкл за $1 670 000 фунтов.
Бехштейн является одним из главных конкурентов Steinway в премиум-сегменте рынка фортепиано. Роялями этой марки пользовались Ференц Лист и Клод Дебюсси. А в России до революции выражение «играть на Бехштейнах» было синонимом фразы «играть на фортепиано». Итак, какие же рояли являются самыми дорогими на планете? 8 место. Рояль Мерлин Монро. Рояль был продан на аукционе в 1999 году. Его купила Мэрайя Кэри за $662 500. 7 место. Стоимость этой модели $800 000. 6 место. Рояль отделан сотней тысяч драгоценных камней, стоимость его составляет $1 200 000. 5 место. Эта модель называется Galaxy. Рояль был создан специально для заказчика из Объединенных Арабских Эмиратов. Стоимость инструмента по разным источникам оценивают всего лишь от 1 миллиона до 1 400 000. Кстати, его корпус покрыт 24-каратным золотом. 4 место. Этот инструмент был заказан китайским театром для акустической поддержки спектаклей. Стоимость данного рояля составляет более $1,5 миллиона. Его конструкция состоит из 40 слоев дерева. 3 место. Стоимость этого рояля составляет порядка $2 миллионов. Он был приобретен известным американским филантропом и ценителем музыки Стюартом Раром в 2013 году. А сам инструмент был заказан у фабрики фронтменом группы U2 Боно. 2 место. То самое пианино Steinway. Этот инструмент принадлежал Джону Леннону, одному из участников всемирно известной британской группы Beatles. Сегодня стоимость этого инструмента $2 370 000. 1 место. Точная стоимость инструмента неизвестна, однако специалисты оценивают стоимость этого рояля более чем в $3 миллиона. Каждый дюйм инструмента сделан из настоящего хрусталя. А теперь просто давайте глянем на других представителей, вне зависимости от марки, цены, дизайна и цвета. У меня на каждого представителя свои субъективные ассоциации. Если у вас они тоже есть, пожалуйста, не сдерживайте себя. Итак, как вам? Унитаз вместо стула. А это какой-то ква-ква. Рояль лесника. Рояль Бизе. Эльфийский рояль. А это вообще мой любимый бедняга Герасим в своей лодке, но без муму. Пианино Тостер. Рояль Трафарет. А эта модель называется Гидра. Но вот с этой стороны уже как электростанок для бритья. Кстати, на нем играла Леди Гага. Рояли-клоуны или инструменты для музыкальной школы. Детей пугать. Рояль-расческа Тенгл Тизер. Девочки поймут. Дорого-богато. Жар птицы, да? Не меньше. Так, я вижу вилку. А ложка где? Почему им не заняться, например, кларнетом, а? Им уже давно никто не занимается. Это, видимо, модный нынче минимализм. Пианино от Икеи, да? Чтобы инструмент подходил под мебель, так сказать. Не портил ваш интерьер своей громоздкостью и старомодностью. А как вам пианино-яичко от Петров? Крутящийся рояль. Ага. И слоган, да, к нему? Пусть музыка вас уносит. Вот мне интересно, чем они вдохновлялись, а? Унитаз это, раковина или это кастрюля? А это вообще чудо, да? Станки для бритья. Рояль, у которого слоновость ног. Если не ошибаюсь, на этом рояле слева играл Элтон Джон. Такой, знаете, рояль Моз «Золотые ворота» из Сан-Франциско. Рояль Сидней. Вот я лично его одобряю, мне нравится. Ну а это практически рояли трипофобы. Дырочки, 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 больше дырочек. Рояли Звездных войн. Что это? Кубизм? Маразм? Ну и наш последний рояль. Рояль Лебедь. Это, кстати, Роланд.
И он действительно шикардос. Спасибо, что посмотрели. Оставляйте свою реакцию, смотрите другие мои видео, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!